Здравствуйте, дорогие мои зрители! Я вас приветствую на моем канале. Добро пожаловать! Сейчас мы с вами сделаем отливку, чистку, как обычно. Давайте мы выберем время, на которое мы просмотрим, отрезок времени. Ну, я предлагаю, давайте просмотрим дней 10. Вот так. Итак, ну что, думайте о себе, думайте, пожалуйста, о людях для вас родных, важных. Представляете этих людей, особенно кого хотите почистить, да, ну и ситуации, которые для вас важны. Давайте будем это все рассматривать. Да, не забудьте подписаться на мой канал, пожалуйста, кто еще не подписан. Вот, и поставить лайк этому видео, буду очень благодарна. Так, ну, мы начинаем, мои хорошие. Мы начинаем. Угу. Так, вы знаете, вижу женщину, которая вот устала быть сильной. Сильная при слабом мужчине. Устала рулить, все решать, за все отвечать. Вот как будто, знаете, накапливалось какое-то недовольство вот в сторону мужчины. Именно то, что он то не могу, то не умею, сделай сама, вот такое что-то. Вместо того, чтобы на себя взять вот ответственность, ну часть хотя бы, да, вот чуть что я в домике. Вот, знаете, как будто принимала раньше вот таким, а сейчас вот как переросла его женщина, этого мужчину, и не хочет больше таким принимать. Здесь идет четкое принятие решения, которое не будет пересматриваться. То есть вот четко, это уже, знаете, как было какое-то терпение, пришел конец. И здесь расставание будет, женщина сама принимает решение идти дальше. Вы знаете, насколько я вижу это решение правильным, потому что только потерянное время, есть что хорошего вспомнить, там что-то было хорошее, может быть даже и много, но сейчас уже пришел какой-то вот апогей, да, вот как личности не подходите вы друг к другу. Вот, я вижу, что у женщины впереди будет знакомство с человеком вот именно достойным, который вот идет вот парой хорошей. Все у вас все срастется, у вас все получится. И вы будете, вам надо мужчина, вот которым вы бы гордились. Вот такой человек вам нужен. Такого человека вы хотите. И вы такого встретите. Так, дальше. Кто-то едет, отправляется куда-то, как в родительский дом. Либо, знаете, места, где вы росли когда-то, были маленькими, юными, вот такое что-то. Ну, к примеру, там к бабушке, если вы там часто бывали, да. Может быть, выросли, переехали, например, в другой город, в другую страну. Либо это просто вот поселок какой-то, вы туда поедете. Вы знаете, я вижу, что такое у вас чувство, такая тихая радость идет от встречи с этими людьми, от того, что вы видите вот эти улицы родные такие, да. Ну, такое какое-то ностальгическое чувство, счастливое, которое вам вот давно хотелось это испытать. Вы знаете, в такие моменты происходит как очищение души от какого-то налета, от какого-то вот скорость, да, нам некогда подумать, некогда вспомнить, некогда растаять в этих воспоминаниях. Вот здесь очень такое что-то для вас будет хорошее и полезное, такое какое-то иногда нужно это все прочувствовать, вот так скажу. Так. Кто-то, вижу, тут устал. Человек так устал, просто запахался. То есть вот вы бежали, вот море работы, и то надо, и там и учеба, дети, ответственность, да, и некогда даже как бы отдохнуть. Вы знаете, вам здесь очень рекомендовано отдых, хотя бы недельку, либо больше, там, как у вас получится. Вот как-то перестать вот этот бег на длинную дистанцию, сделать паузу, сделать отдых организму нужно. Также для тех, кто вот в этом беге забыл, например, про личную жизнь, да, ну, что-то не сложилось, и вы в одиночном полете таком, некогда оглянуться, некогда жизнь мимо проходит, скажем,
Смотрите, надо сделать какую-то паузу. Вы в этот момент, этой передышки вашей, да, во-первых, что-то осознаете важное, будет время подумать о себе. Какое-то идет принятие решения. Может быть, например, а не сходить ли мне куда-то на свидание, куда мне там кто-то приглашает настойчиво, да, а вам все некогда. Что-то начнется, знаете, какая-то такая подвижка, вот тоже связана с личной жизнью, именно для тех, конечно, кому это необходимо. Если у вас пара есть, то у вас касается именно то, что вам нужно отдохнуть. Так. Пойму, почему так вот записывается. Видите, так смазано. Мне кажется, тяжело смотреть вам. Но уже доделаем это видео. Естественно, это гадание досмотрим. Так. Угу. Смотрите, кому-то придет что-то чужое. Это как, знаете, посылку принесли. Ну, не вам, допустим, она адресована, а принесли именно вам. Или какое-то письмо, либо что-то. С этим вижу какую-то такую... катавасию, да, ситуацию, как-то надо разбираться, что-то такое. Ну, вы тут как бы ни при чем, но тем не менее такой момент будет. Просто так, для информации вижу и говорю, да. Так. Ух ты. Смотрите, вижу здесь женщину, либо девушку, которая поймает финансовую птичку. Что-то летит в ваши ручки. Какой-то очень классная такая денежка. Может быть, подарок. Вот похоже, что подарок, потому что и неожиданно, и радостно. Может быть, кто-то вам подарит. Мужчина, любимый человек, я не знаю, родители, дети, если для взрослой женщины, да. И вы с таким удовольствием идете и вот что-то для себя выбираете, радуете себя любимую. Вот ожидайте, такая финансовая птичечка к вам скоро прилетит. Так, кто-то в вашу сторону негативит. Ну, давайте рассмотрим этого персонажа. Так, негативит. Можете это замечать, можете не замечать. Но вы можете, знаете как, вот заметить, что после общения с каким-то человеком вот вам прям тяжеловато, как идет какая-то прям усталость или как опустошение. Знаете, как человек все соки из вас выпил. Как будто вы вагон там чего-то разгрузили. Вот. Так, даже вижу этого человека. Знаете, какие-то глаза пустые. Бывает такой взгляд у людей, когда ты в нем ничего не поймешь, как будто там души нету. Такие вот таращатся, и там в глазах вот прям, прошу прощения за выражение, как тупость какая-то, как ничего, да, как не отражается душа. Что вот вижу? Будет этот человек каким-то образом просто физически от вас как бы отдаляться. То есть, если это на работе такой персонаж есть, может быть, например, кто-то переходит в другую организацию, или, не знаю, в другой кабинет, да. Если это ваш там сосед, может быть, ну, например, переезд, там, какие-то личные такие дела, личная жизнь. В общем, этот человек с вашего поля видимости, да, будет уходить. И вы насколько себя лучше почувствуете, вы прямо поймете, о боже, сколько этот человек у меня забирал энергии. Угу. Так, дальше. Ой, я вижу, кто-то будет получать очень много внимания и много цветов от какого-то мужчины. И здесь я вот не могу понять, то ли один, громадный такой букет, то ли просто букеты, которые каждый день, и поэтому они мне так сливаются в один большой. Но здесь, конечно, романтика, мужчина большой романтик. Интересные такие отношения, красивые завязываются. И вы знаете, вот эти отношения, они останутся красивыми. То есть этот мужчина, он не разочарует вас. То, что, знаете, вот начало там, вот он такой, тут весь герой, а потом, значит, все станет обычно буднично, да. Нет, он такой романтик. Я не говорю, что он целую жизнь будет вам прям каждый день букеты дарить, но другое что-то. Такой человек, знаете, всегда будете рядом с ним чувствовать себя женщиной. И любимой женщиной. Так.
Вижу, как будто как написано слово дар. Д-А-Р. Дар. Ну, опять же, подарок кому-то идет. Ну, еще может, знаете, как первая, например, первые три буквы имени, например, Дарина, Дарья, да, может быть, кому-то идет подарок, либо может вот это все, что мы только что услышали, да, будет касаться, например, девушки, женщины с таким именем. Вот. Угу. Так, интересная ситуация. Знаете, на работе у кого-то, скорее всего, на работе, потому что вас объединяет какое-то дело. Хотя это могут быть и люди, например, с которыми вы живете по соседству, если у вас есть общее дело, да, вы что-то там решаете вместе. Там, например, вопрос ремонта и так далее, да, если общий есть, общий коридор, допустим. Так, здесь есть человек, который, во-первых, тянет все на себя, не знаю, внимание, привлекает внимание других людей и вообще хочет какую-то выгоду из вашего вот этого сотрудничества получить. Так, у него не первый этот опыт. Скажем так, если это касается вот по соседству людей, вы вместе что-то, говорю, добиваетесь, например, да, то у него уже такой опыт есть. Он человек как бы любит быть первой скрипкой, но вот он там ищет какую-то выгоду, то есть это не просто он хочет сделать доброе дело, там еще есть что-то такое, что человек оттуда потом возьмет для себя лично хорошего. Я думаю, что вы сейчас догадаетесь, кто это и что это, и о чем речь. Да, громче всех кричит, но он и больше всех получит каких-то выгод в этот момент. Ну, по результатам, скажем, да? Так. Идет у кого-то обучение. Смотрите, обучение, которое вам открывает двери какие-то. Получаете диплом, можете идти там где-то работать. Сдали там на права, допустим, да, уже открывается какая-то дверь для вас. Сдали экзамен там, что-то выучили, что-то сдали. И дальше пойдет у вас открытие новых дверей. Не так легко это, я вам вижу, дается, но результат будет очень хороший. Еще на одну ступенечку, а то и на 3 сразу подыметесь. Ваши планы какие-то. Так. Смотрите, новый мужчина идет, у кого-то знакомство. Угу. Скорее всего, в переписке знакомства, потому что я вижу, что вы не видите пока какое-то время, да, не видите друг друга, а просто вот общаетесь, знаете, как душа с душой говорит. То есть что-то открываете друг другу, какие-то свои жизненные моменты. Вот. Скорее всего, в переписке. Вот. Но придет, конечно, момент, и даже очень скоро, когда будет уже у вас контакт такой прямо визуальный, когда вы увидите друг друга. Я вам хочу сказать, вы не разочаруетесь. Очень интересный мужчина, и он вами очень серьезно даже заинтересован. Поэтому здесь вот начало любовной красивой истории идет. Причем независимо, насколько близко либо далеко этот мужчина от вас находится, да? Живет ли он на соседней улице или там в другом городе, не имеет значения. Потому что здесь вот идет как родство душ, поэтому люди преодолеют любые расстояния ради друг друга, когда поймут, что это оно, да, это мое. Так, давайте посмотрим. Ой, сегодня, посмотрите, сравнительно, как у нас чистенько, немножко здесь что-то вылилось, да? В принципе. Так, что здесь могу сказать? Женщина идет, на спине прямо везет, ну, несет, скажем так, да, везет, такое слово не то подобрала. Здесь идет все-таки как ребенок, либо дети. То есть человек куда-то отправляется с детками, либо с ребенком, скорее всего, без помощи мужчины, как-то как сама.
Может быть, здесь показана женщина, которая одинока сейчас, и вот просто несет ответственность сама за ребенка либо за деток, да, либо просто такие обстоятельства, что мужчины рядом нет. И я вижу, что голова просто закипает от вот этих каких-то проблем, которые нужно решить. Очень нуждается женщина в помощи, в совете, в подсказке, в физической буквально помощи. Вы знаете, я вижу, что вот вам протягивают руку, даже не один человек, несколько человек в течение вашего пути, куда вы отправляетесь, будут вам в чем-то помогать. И даже один человек, вот для одиноких дам, прошу прощения, один человек, это идет мужчина у нас, здесь он ищет какие-то подходы, чтобы ваше знакомство продолжить. То есть вы как понравитесь ему. И уже вы будете решать, как оно дальше дело пойдет. То есть все пройдет хорошо. Вы куда-то отправились, то ли это путешествие, то ли куда-то переезжаете, да, и вы волнуетесь, боже, как все это будет, как я справлюсь. Справитесь вы. Здесь идет вам очень много рук, к вам тянутся, будет помощь вам. Так, несколько вижу, несколько, не один. Несколько золотых пентаклей у нас тут идет. Вот смотрите, вот раз, два, три. Этот, правда, немножко так приплюснут, но без разницы. Может быть, просто трудно будет взять. Это шансы, дорогие мои. Берете шансы. Кому-то идут деньги классные в руки, кому-то какие-то предложения. Надо взять эти шансы. Однозначно, это что-то очень хорошее. Опять же, повторюсь, для тех, кто сейчас приболел, это идут, выздоровление идет, потому что на здоровье очень хорошо тоже работают эти пентакли. Особенно вот эти, которые хорошо прорисованы, круглые такие. Так, и в завершение хочу еще сказать, здесь вот вижу, недвижимость идет, как будто кто-то покупает, кто-то продает, и затянулся процесс, да, либо не можете никак подобрать нужный вариант, либо никак не встречается человек, который на вашу цену отзовется, да. Здесь я вижу, что буквально скоро будет человек, звонок, да, созвон, у вас какое-то знакомство произойдет с человеком, который станет вашим клиентом, либо вы станете его клиентом, да, если вы приобретаете. То есть вот это ваша какая-то долгая и такая крупная цель, скоро вы ее достигнете. Вот такое мы сегодня увидели, дорогие мои. Ну что ж, спасибо вам за то, что вы со мной. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч. Благодарю вас за поддержку канала. Спасибо, пока.